У этой машины несколько названий. Производитель назвал ее М61. Игроки World of Tanks знают ее как AMX-105, так ее называют и в некоторых странах. Французы часто называют ее Obusier Automaté 500 мм модель 1950, что переводится как «самоходная гаубица 105 мм, модель 1950 года», чем она, собственно говоря, и является. Машина построена на базе легкого танка AMX-13. Здесь такие же ходовая, трансмиссия, система управления и так далее. Задняя часть корпуса немного расширена, а подвеска в задней части машины приподнята. Вместо качающейся башни здесь установлена боевая рубка, в которой хватает места для 105 мм гаубицы и боеприпасов. Конструкция машины в целом довольно простая. Артиллерия, как и управление ей во время появления AMX-105, была традиционной, с тем лишь отличием, что это самоходное, а не буксируемое орудие. Естественно, систем управления огнем и компьютеров тогда не существовало. Ходовая часть теперь не наклонена в задней части, и это одно из существенных отличий от AMX-13, которое заставит вас задуматься, точно ли эта машина сделана на его базе. Ленивец и поддерживающие катки находятся на одном уровне. По сравнению с ходовой AMX-13, верхний поддерживающий каток расположен под небольшим углом. Силовая установка, как на AMX-13. 8-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 250 лошадиных сил разгоняет машину до 60 км в час, что позволяет успешно использовать тактику качающего орудия. Мехвод расположен в левой части корпуса, справа от него находится двигатель. Управление передачами на AMX-13 очень необычное. Вместо стандартного переключателя здесь вращающаяся рукоятка. Но для торможения, разгона и управления поворотами применяются вполне обычные устройства. Орудие является модифицированной версией полевой 105 мм гаубицы. Ничего удивительного. Теперь давайте обойдем машину и посмотрим на отделение экипажа. Забраться внутрь можно либо через люк с двумя большими створками сзади, либо через полуоткрытую рубку или люк в крыше. У командира есть отдельный люк. Снаряды хранятся вертикально вдоль каждого борта. Гаубица использует снаряды раздельно-гильзового заряжания. Снаряды и металлические гильзы хранятся отдельно друг от друга. Экипаж состоит из командира, наводчика и заряжающего. У наводчика есть возможность прямого обзора, но чаще всего использовался панорамный прицел, установленный в крыше башни. Орудийный щит очень тонкий. Вообще, вся броня этой машины очень тонкая и способна остановить только шрапнель и осколки от снарядов при контрбатарейной борьбе. На командирской башенке есть шкворень, на который командир может установить пулемет и использовать для самообороны или в качестве зенитного. Для наведения орудия, как правило, нужно 2 человека. Наводчик и его помощник контролируют по одной оси наведения каждый, но для стрельбы прямой наводкой у наводчика есть управление как горизонтальной, так и вертикальной наводкой. Радиостанция устанавливалась на месте командира в правой передней части корпуса. Снаружи находится дополнительное место для укладки вещей. К небольшим поручням или ручкам можно привязать мешки, сумки с личным имуществом или что-то еще. Если, конечно, вам будет не жалко, если их разнесет попаданием. В целом, в этой машине не так уж и много всего. Кроме снарядов, набора инструментов для обслуживания орудия, огнетушителей и аптечки, больше ничего и нет. Большой стопор походного положения орудия такой же, как и на легком танке AMX. Броня машины очень тонкая. В передней части толщина брони составляет лишь 13 мм. Траки металлические с резиновыми подушками, соединены одним пальцем. С каждой стороны по 5 одиночных катков. Снаружи катков находятся парные направляющие гребни. Не так уж и много можно сказать об этой машине. Это просто бронированный ящик для транспортировки гаубицы. Вот и все. И не забудьте поиграть в новый футбольный режим. А в перерывах между сражениями посмотрите на обзор М60А2 Patton, если еще этого не сделали. Или откройте плейлист и узнайте, в каких еще танках мы побывали.